ту ночь, когда его жена рожала, Ричард Моррис потерял ноги. Несколько часов спустя врачи сообщили страшное: Сара умерла, а их новорожденную дочь похитили. Для Ричарда жизнь закончилась в тот момент. Он перестал верить в Бога, в любовь и в людей. Годы боли и одиночества превратили его в холодного, безжалостного бизнесмена, который держал в руках половину Чикаго, но не мог удержать единственное, что имело значение. Прошло больше 10 лет. В один жаркий день Ричард ехал по городу в инвалидном кресле, когда на переходе его остановила девочка в розовом платье. Она выглядела не старше 6 лет, с кудрявыми волосами и внимательным взглядом. В ее руке был маленький желтый флакончик. Девочка прыснула чем-то на его ноги и сказала одно слово — «Надежда». Ричард хотел отмахнуться, но вдруг услышал, как она назвала имя своей матери — Сара. Его дыхание перехватило. Имя ударило сильнее любого удара. Девочка казалась странно знакомой: черты лица, глаза, улыбка. Все напоминало Сару. Ричард не поверил, пока девочка не привела его к старому дому на окраине Чикаго. В дверях стояла женщина, постаревшая, уставшая, но до боли знакомая. Сара, живая. Она рассказала, что после аварии его родители и врачи заставили ее исчезнуть. Они сказали, что он парализован, что не выдержит удара, если узнает правду. Угрожали забрать ребенка, если она не уйдет навсегда. Ей пришлось скрываться, растить их дочь в нищете под чужим именем. Ричард слушал, не веря, что все это происходило на самом деле. Гнев, боль, любовь — все смешалось. Он протянул руки к дочери, впервые ощутив, как тяжесть лет растворяется. Сара плакала, прося прощения, а он просто обнял их обеих. Он понял, что все, что считал мертвым, еще живо. Позже, когда они вместе сидели у окна, девочка снова прыснула на его ноги из того же флакончика. «Это для Надежды, папа», — сказала она. Ричард улыбнулся. За окном вечерний Чикаго сиял огнями, и впервые за много лет он почувствовал, что у него снова есть жизнь, ради которой стоит вставать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.